Привет, друзья! Готовьтесь к новым спорам вокруг ваших кошельков, ведь в Германии снова обсуждают пересмотр обязательных тарифов. Дискуссия о том, сколько каждая семья должна платить за государственное телевидение и радио, вышли на новый виток. На сегодняшний день взнос за вещание составляет, напомню, стабильные 18,36 евро в месяц. Власти официально заявляют, что эта цифра сохранится неизменной до конца декабря 2026 года. Однако за кулисами уже активно обсуждаются дальнейшие изменения. Независимая экспертная комиссия, которая контролирует финансирование госканалов КЭФ, вынесла свой вердикт. Эксперты сегодня рекомендуют, чтобы с 1 января 2027 года повысить ежемесячный взнос до 18,64 евро. На первый взгляд прибавка выглядит вроде бы небольшой, всего лишь 28 центов в месяц, что обойдется семейному бюджету примерно в 3,36 евро дополнительных расходов в год. Изначально запросы вещателей были, напомню, выше. Общественные медиакомпании предлагали поднять планку до 18,94 евро. Однако премьер-министры федеральных земель выступили против такого сценария и сохранили тариф на текущей отметке вплоть до конца 2026 года. Если все 16 федеральных земель подпишут все-таки итоговое соглашение, то официальный график платежей на ближайшие годы будет выглядеть следующим образом. В 2025 и 2026 годах, как я сказал, продолжаем платить привычные 18,36 евро, а вот в 2027 и 2028 годах сумма автоматически вырастет до 18,64 евро в месяц. Но здесь важно понимать, что это еще не финальная точка. Последнее слово все-таки останется за премьер-министрами регионов, а в случае затяжных политических споров вопрос может даже дойти и до Федерального конституционного суда. Новое компромиссное такое предложение от финансовых экспертов оказалось ровно на 30 центов ниже того варианта, который региональные политики заблокировали ранее, я вам об этом рассказывал. Текущая рекомендация комиссии пока позволяет жителям Германии выдохнуть. Немедленный рост тарифов до конца 2026 года не ожидается. Однако здесь главные споры вокруг будущих платежей еще впереди. Крупнейшие вещатели, например, холдинги АРД, ЦДФ, подали иск в Федеральный конституционный суд. Они требуют пересмотреть решение премьер-министров земель, вернуть первоначальный проект тарифа в 18,94 евро и распространить его действие, начиная уже с 1 января. Если судьи в Карлсруэ поддержат позицию медиакомпаний, миллионам домохозяйств в Германии могут пересчитать уже прошедшие платежи. По действующим правилам ведомство по сбору взносов получит право начислять разницу между прежней и новой ставкой за прошлые месяцы. Итоговый масштаб дополнительных расходов будет зависеть и от того, какую именно сумму утвердит суд и за какой период будет произведен перерасчет задним числом. Давайте рассмотрим сценарий, который сейчас активно обсуждают немецкие юристы. Если же суд полностью поддержит запрос телеканалов и утвердит ставку 18,94 евро, ежемесячная разница с текущих тарифом составит 58 центов, а в масштабах одного года ретроактивного пересчета каждому домохозяйству могут дополнительно насчитать 6,96 евро. Если же судебный процесс затянется и инстанция распространит перерасчет сразу на 2 полных года, 2025 и 2026, тогда возможная сумма до начислений составит целых 13 евро и 92 цента. Для одиноких пенсионеров, как вы понимаете, или тех же семей с ограниченным бюджетом, даже такие дополнительные платежи могут стать крайне неприятной нагрузкой. Судейская коллегия вполне может опереться на свежий компромиссный вариант от финансовых экспертов, который предусматривает ставку 18,64 евро. В
таком сценарии финансовая нагрузка окажется для нас с вами мягче, а ретроактивный перерасчет не так сильно отразится на кошельках жителей страны. Юридически окончательно точка в этом большом, скажем так, споре до сих пор не поставлена. Для изменения тарифа необходимо выполнить одно из двух условий. Либо премьер-министры всех, как я сказал, 16 регионов единогласно подпишут новый государственный договор о вещании, либо Карлсруэ вынесет собственный окончательный вердикт, определив те рамки и возможный порядок перерасчета платежей за прошлый период. Политический раскол внутри страны серьезно, вы понимаете, осложняет любые попытки договориться. Единства среди региональных властей на сегодняшний день точно нет. Правительство Саксонии, например, заняло жесткую позицию и выступает против дальнейшего повышения взносов. Несколько других федеральных земель, также я вам скажу, выражают сомнения в целесообразности вообще этой реформы, требуя сохранить тариф без изменений и после 2026 года, независимо от рекомендаций экспертов. Параллельно с политическими спорами сама экспертная комиссия вынуждена отвечать на обвинения в неточности расчетов. Критики сегодня утверждают, что в прошлый раз аналитики завысили те финансовые потребности медиахолдингов. Руководство комиссии отвергает эти претензии и заявляет, что доклады строятся на единой методологии оценки. То есть, по словам экспертов, снижение суммы в новом проекте связано прежде всего с изменением экономической ситуации в Германии, замедлением инфляции и сокращением расходов самих телеканалов, а не с пересмотром прежних расчетов. Так почему же эксперты вдруг снизили планку в новом проекте? Причина на самом деле, друзья, кроется в том, что реальные доходы медиахолдингов оказались выше прогнозов. Вот. В Германии зафиксирован рост темпов строительства и ввода нового жилья, появились сотни тысяч новых квартир, а по закону каждое новое зарегистрированное домохозяйство автоматически, как вы понимаете, становится плательщиком этих взносов. Поэтому дополнительную прибыль вещателям принесла и высокая процентная ставка на финансовых рынках, благодаря которой выросли доходы от размещения свободных средств. При этом расходы самих телекомпаний увеличиваются не так быстро, как ожидалось ранее. По официальным отчетам, на сегодняшний день комиссии согласованный лимит расходов для корпораций АРД, ЦДФ и Deutschland Radio на весь текущий 4-летний цикл утвержден на уровне чуть более 42 миллиардов евро. В перерасчете на один год это означает увеличение затрат примерно всего лишь на 2,2%. Поэтому в результате сегодня сложилась такая выгодная для вещателей ситуация, то есть поступления от новых плательщиков выросли, процентные доходы, как я сказал, увеличились, а часть расходов на модернизацию студий и инфраструктуры была перенесена на более поздний период. Однако делать, друзья, выводы в долгосрочной стабильности пока рано. Этот финансовый запас носит на самом деле временный характер. Системная оптимизация внутри холдинга пока не произошло. Реальная структура экономики, о которой ранее говорили политики, я вам рассказывал, включая сокращение дублирующих радиостанций и пересмотр части телевизионных бюджетов, может начать приносить эффект только аж после 2029 года. Поэтому важно, нынешний относительно умеренный тариф связан прежде всего с благоприятной финансовой ситуацией последних лет, а не именно с масштабным сокращением расходов внутри медиасистемы. Если же новые телевизионные сборы только планируют ввести, то реальное сокращение личных ваших бюджетов происходит в немецких домах уже прямо сейчас. Крупный социологический опрос показал, что жители Германии все чаще переходят в режим жесткой экономии. По данным авторитетного института общественного мнения YouGov, сильнее всего граждане сокращают свои расходы на свободное время. Почти 42% жителей Германии стали реже ходить в кинотеатры, рестораны, театры и на концерты. Многие все чаще отказываются от привычных развлечений, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.
Следующими под сокращением попали отпуск и покупка мебели. От поездок на отдых отказываются 34% опрошенных, а на обновление интерьера отложили 32% респондентов. Также жители Германии стали осторожнее тратить деньги на одежду. Эту статью расходов сократили 29% участников опроса. Замыкают список бытовая техника и домашняя электроника, на них экономят 28% граждан. При этом наиболее защищенной категорией остаются продукты питания. Уменьшать расходы на еду готовы лишь 14% участников исследования. И здесь, друзья, интересно, что мужчины, женщины и разные поколения экономят тоже по-разному. Например, женщины чаще мужчин отказываются от покупки новых вещей для гардероба, а вот молодежь в возрасте от 18 до 34 лет демонстрирует другую модель поведения. В отличие от старшего поколения, молодые жители Германии готовы сильнее ограничивать траты на одежду и питание, но при этом стараются не отказываться от досуга и вечернего отдыха. Опрос охватил более 2000 человек по всей стране, и при этом каждый пятый участник признался, что его дохода пока не хватает на самом деле, чтобы не вводить серьезные ограничения в повседневных расходах. Эта тотальная бережливость имеет под собой вполне понятное экономическое объяснение, ведь вы знаете, в последние годы ценники в Германии для многих стали источником постоянного напряжения. По официальным отчетам Федерального статистического управления, к концу прошлого года средняя стоимость товаров в немецких магазинах выросла почти на 23% по сравнению с 2020 годом. Однако наиболее сильный рост пришелся на базовую корзину продуктов питания и безалкогольных напитков. В этом секторе цены увеличились примерно аж на 37%. Давайте переведем эту статистику в наш бытовой пример. Если еще 5 лет назад за полную тележку продуктов в условном Lidl или Rewe вы платили около 100 евро, то сегодня за тот же набор товаров во многих случаях приходится давать уже около 137 евро. Инфляция особенно сильно затронула именно те сферы, на которые люди традиционно тратили свободные свои деньги. Поход в кинотеатр теперь обходится примерно на 26% дороже, чем в том же 2020 году, а посещение театра выросло в цене примерно на 16%. Визиты в рестораны и кафе также стали дороже, стоимость стандартного сегодня горячего блюда увеличилась примерно на 36%, а напитков почти на 29%. Организация отпуска тоже требует все больше ваших расходов. Туристические поездки внутри Германии подорожали примерно на 27%, а популярные зарубежные направления столкнулись еще с более резким ростом цен. Путевки на Канарские острова, по данным аналитиков, в ряде случаев прибавили даже более 50% стоимости. Подорожание затронуло и мебельный сектор. Покупка новой кровати теперь обходится примерно на 23% дороже, а стоимость обычного платяного шкафа выросла почти на 28% по сравнению с периодом 5-летней давности. В текстильном сегменте рост цен распределился неравномерно. Мужские костюмы и куртки подорожали относительно умеренно, примерно на 9%, женские блузки выросли в цене примерно на 11%, а вот домашняя одежда и пижамы более чем на 20%. Но, друзья, тем не менее, даже в условиях постоянного роста расходов жители Германии пытаются искать способы снизить нагрузку на свой семейный бюджет. Во многих случаях экономия возможна даже на тех платежах, которые кажутся на самом деле неизбежными. Например, своевременное сравнение тарифов, отказ от невыгодного базового контракта и пересмотр условий договора могут сократить ваши коммунальные расходы, включая счета за отопление. Но и это еще не все. Предлагаю прямо сейчас от бытовых способов экономии перейти к масштабному макроэкономическому анализу Германии, который показывает, в каком состоянии сегодня находится экономика страны. Экономическая ситуация в Германии вызывает все больше тревожных дискуссий, мы с вами это видим, чем готовы публично признавать многие официальные лица в Берлине.
Ряд последних событий наглядно показывает, насколько напряженной стала обстановка на внутреннем рынке. Однако федеральный канцлер Фридрих Мерц продолжает делать ставку на более сдержанные и, скажем так, оптимистичные оценки происходящего, несмотря, кстати, на предупреждения со стороны крупных промышленных объединений страны. Подобная риторика невольно напоминает известную фразу бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что в периоды серьезных кризисов политики нередко избегают максимально жестких формулировок. На этом фоне внутри самой правящей партии ХДС все чаще звучат вопросы о дальнейшей экономической стратегии. Мерц сегодня пытается успокоить как партийных своих коллег, так и представителей бизнеса прогнозами о постепенном восстановлении экономики. В начале года, например, я напомню, он говорил о возможном подъеме, а буквально на недавней партийной конференции вновь заявил, что ситуация постепенно стабилизируется. Однако, друзья, экономические показатели по-прежнему остаются крайне напряженными. История немецкой экономики постепенно сталкивается с серьезными испытаниями. После длительного периода такого слабенького роста 2026 год сопровождается увеличением безработицы, ростом числа корпоративных банкротств и сохраняющимся инфляционным давлением, которое вынуждает Европейский центральный банк сегодня обсуждать дополнительные меры реагирования. Все больше экономических индикаторов указывает наоборот на затяжной промышленный спад, а не на быстрое восстановление, о котором говорят представители власти и Мерц. На этом фоне в обществе с каждым днем возрастает дискуссия о реальном все-таки состоянии экономики Германии и о том, насколько же текущая политика способна изменить ситуацию в ближайшие годы. Первая, скажем так, неприятная тема, о которой все чаще спорят экономисты, это возможное дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики. То есть рост цен на энергоносители затронул, как вы понимаете, фактически все отрасли экономики Германии, от промышленности до розничной торговли, постепенно отражаясь на всей логистической цепочке. Целевой ориентир инфляции в 2%, к которому стремится Европейский центральный банк, удерживать становится с каждым днем все сложнее. Инфляционное давление остается выше сегодня 3% на фоне продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке. На этом фоне также финансовые аналитики все активнее обсуждают вероятность нового повышения ключевой процентной ставки. А для жителей Германии, нас с вами и бизнеса это может означать дальнейшее ужесточение условий кредитования. Если же финансовые регуляторы в Карлсруэ и Франкфурте пытаются сдержать инфляционные риски и стабилизировать курс евро, то для реального сектора экономики подобные меры становятся серьезным даже испытанием. Кредиты и инвестиционные займы могут стать еще дороже, а многим компаниям придется пересматривать свои бизнес-планы и сокращать расходы. Дополнительная нагрузка возникает и для самого государства, то есть для Германии, которая уже сталкивается с высокими бюджетными обязательствами. Многие социальные инициативы, включая те же субсидии, транспортные программы, о которых я вам рассказывал, и дополнительные выплаты, требуют все большего финансирования. Поэтому предстоящие переговоры по федеральному бюджету обещают стать крайне напряженными для правящей коалиции ХДС, ХСС и СДПГ, внутри которой уже мы видим с вами серьезные разногласия по вопросам дальнейшей финансовой политики. Вторая неудобная тема касается основы немецкой экономики, то есть экспортного сектора. Конечно, сегодня ФРГ пока не находится в состоянии неконтролируемого кризиса, как ранее эмоционально предупреждали некоторые представители промышленного лобби. Однако, все же страна продолжает сталкиваться с затяжным экономическим охлаждением, и в 2026 году эта тенденция стала намного сильнее. Свежие экономические отчеты буквально за март показали серьезное снижение результатов. Профицит внешней торговли сократился примерно аж на 27% по сравнению с февралем, а в годовом сравнении снижение составило более 28%. Чтобы понять весь тот масштаб изменений, достаточно вспомнить прошлое десятилетие. Начиная с 80-х годов и вплоть до мирового финансового кризиса, Германия считалась одним из крупнейших экспортеров планеты.
Еще буквально в 2017 году профицит внешней торговли приближался к 250 миллиардам евро. Сегодня же экономисты уже обсуждают сценарии, при которых показатель окажется ниже прежних максимумов. Для многих аналитиков это выглядит как признак постепенного такого ослабления прежней экспортной модели немецкой промышленности. И сразу возникает еще одна тревожная тенденция – это снижение реальной активности на дорогах страны. Официальный индекс есть такой грузовых перевозок снизился примерно на 0,7% всего лишь за один месяц и оказался ниже прошлогодних значений. Для экономистов именно этот показатель считается одним из наиболее существенных индикаторов промышленной активности в Германии. Логика здесь достаточно простая. Если же грузовые перевозки сокращаются, соответственно, предприятия получают меньше заказов. Производство, соответственно, замедляется, а спрос на логистику падает. И именно поэтому аналитики сегодня внимательно следят за статистикой дорожных сборов наряду с биржевыми показателями. И текущие сигналы остаются тревожными. Внутренний потребительский спрос и промышленный сектор продолжают испытывать серьезное давление. На этом фоне даже весьма осторожный прогноз роста, как нам говорят, ВВП, примерно на 1,5%, который ранее закладывало правительство Фридриха Мерца на 2026 год, теперь вызывает все больше сомнений среди экономистов. Четвертая неудобная тема – это провал громких обещаний правительства Мерца по сокращению бюрократии. В соглашении черно-красной коалиции ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии с ДПГ, напомню, действительно было черным по белому прописано намерение уменьшить численность сотрудников министерств, ведомств и структур Бундестага минимум на 8% к 2029 году, постепенно снижая штат примерно на 2% ежегодно. Однако на самом деле, я вам скажу, ситуация развивается абсолютно иначе. Президент Федерации налогоплательщиков Райнер Хольцнагер открыто заявляет, что вместо ожидаемого сокращения аппарат продолжает расширяться. По его словам, многие государственные учреждения увеличивают наоборот количество сотрудников, включая тех же руководящие должности с высокими окладами. На этом фоне расходы на содержание административной системы, как вы понимаете, продолжают расти, вызывая все больше критики среди бизнеса и налогоплательщиков. Вместо обещанного упрощения процедур предприниматели все чаще сталкиваются с новыми требованиями и регуляциями. Один из наиболее обсуждаемых примеров хочу вам привести связан именно с машиностроительным сектором. Около 1400 компаний сегодня, производящих прицепы для коммерческих грузовиков, столкнулись с новыми экологическими требованиями СО2. Представители отрасли указывают, что у самих прицепов отсутствуют вообще, двигатель и какие-либо прямые выбросы. Однако европейские регуляторы объясняют новое правило необходимостью стимулировать улучшение аэродинамики и снижение сопротивления качанию. За нарушение установленных этих нормативов предусмотрены серьезные штрафы. По оценкам отраслевых объединений, дополнительные расходы могут, соответственно, существенно увеличить стоимость самих прицепов и усилить давление на логистический сектор. Немецкие производители уже обратились в Европейский суд в Люксембурге, пытаясь оспорить новые правила, однако пока разбирательства продолжаются, предприятия вынуждены все-таки учитывать возможные издержки в стоимости своей продукции. Пятое и, скажем так, самая тревожная правда, которую правительство Мерца пытается сгладить, это рост давления на рынок труда и постепенное увеличение числа безработных. Массовое закрытие мелких фирм, о котором я вам рассказывал, волна банкротств среди самозанятых и сокращение малого и среднего бизнеса запускают ту цепную реакцию на рынке занятости. Давайте сравним цифры. Если всего буквально 4 года назад в стране было зафиксировано чуть более 2 400 000 человек без работы, то сегодня этот показатель пробил отметку уже в 3 миллиона граждан. Аналитики профильного института исследования рынка труда и профессий ИАБ дают сдержанно негативный прогноз.
Если текущие тенденции на начало 2026 года сохранятся, то к декабрю, буквально вот скоро, уровень безработицы может приблизиться к 6,5%. Эпицентром этого сдвига и сокращения рабочих мест остается автомобильная промышленность, а это один из ключевых секторов немецкой экономики. Наглядным примером сложной ситуации служит положение на главном заводе, например, автогиганта Volkswagen в Вольфсбурге. В свои лучшие времена, чуть более 10 лет назад, это предприятие работало на пределе своих возможностей, достигая исторического уровня производства 836 тысяч автомобилей в год. Тогдашний генеральный директор Герберт Дис ставил амбициозную цель – выйти на 1 миллион автомобилей. Самое примечательное, что планка в 1 миллион авто действительно была достигнута, но уже не в Германии, нет, а на чешском заводе Шкода под Прагой. В самом Вольфсбурге сейчас регулярно сокращают смены, объемы производства на главном конвейере снизились примерно до 550 тысяч машин. Легендарное когда-то предприятие сегодня загружено ниже даже своей проектной мощности. Финальный макроэкономический вывод из этого блока остается жестким. Политическому будущему канцлера Фридриха Мерца будет крайне непросто. Свежие экономические показатели усиливают давление, а нарастающее недовольство даже внутри его партии ХДС формирует дополнительный политический риск. И чтобы удержать стабильность, правительству потребуется либо более гибкий коалиционный партнер, новый, готовый к жестким реформам, либо радикальные решения, которые изменят текущий курс. А дальше хочу с вами затронуть важную тему о том, какие неожиданные финансовые возможности сегодня открываются в Германии в секторах, о которых многие из вас, соискатели, даже не задумываются. Специфика немецкого рынка труда сегодня такова, что помимо престижных IT-офисов, клиник и адвокатских контор, существуют, скажем так, закрытые ниши с довольно высокими окладами. Вот только очередь из кандидатов туда почему-то не выстраивается. Весь секрет кроется в жестких условиях, соискателю приходится сталкиваться либо с ненормированным графиком, либо с высокой психологической нагрузкой, либо с крайне специфической рабочей обстановкой. Но, тем не менее, для тех, кто готов к нестандартным решениям и планирует смену профессии, это малоизвестное направление открывает прямой путь к финансовой стабильности при относительно низкой конкуренции. Итак, одной из самых доходных, но психологически сложных сфер ФРГ сегодня является ритуальный бизнес. Согласно актуальным данным аналитического кадрового портала Kununu, годовой доход штатного сотрудника здесь достигает примерно 44 400 евро бруто. Обязанности включают полное документальное оформление, координацию траурных церемоний и, что наиболее сложно, психологическое сопровождение людей в момент утрат. Профильное обучение на похоронного специалиста дает серьезное сегодня преимущество, однако многие частные бюро в условиях кадрового дефицита готовы нанимать людей даже без опыта, предлагая обучение непосредственно уже на своем рабочем месте. Схожая ситуация наблюдается еще в более редком секторе – это клининги мест происшествий. Это та деятельность, которая требует устойчивости к крайне тяжелым условиям работы. Государственные структуры и страховые компании оплачивают такой специфический труд по ставкам, которые превышают средний рыночный. Если говорить о более привычных секторах, таких как гастрономия и отельный бизнес, то здесь жесткий график, выходные и праздничные дни компенсируются ростом ваших доходов. Годовые оклады опытных специалистов в этой индустрии достигают примерно 42 200 евро бруто, к которым добавляются необлагаемые налогом чаевые. Из-за дефицита персонала на немецком рынке квалифицированные бармены и официанты сегодня часто могут диктовать условия своим работодателям, включая повышенные почасовые ставки. Еще более внушительные финансовые показатели демонстрирует сектор дорожной эвакуации. Опытные водители спецтехники в Германии зарабатывают от 48 400 до 49 600 евро бруто в год.
Разумеется, за такие деньги автопарки требуют от кандидата наличия водительского удостоверения грузовой категории, базовых инженерных навыков и готовности выезжать на аварии посреди ночи или в ледяной шторм. Хотя крупные логистические компании дают предпочтение дипломированным дальнобойщикам, в условиях острого дефицита рабочих рук даже диспетчерские службы все чаще нанимают новичков и помогают им оперативно переоформить права за счет компаний. Не менее парадоксальная ситуация сложилась и на рынке переработки мясной продукции. Работа на комбинате и за прилавком – это тяжелый физический труд. Сотрудникам приходится часами находиться в сырых, глубоко охлаждаемых помещениях, поднимать массивные туши и выполнять монотонные операции на конвейере. Дополнительным фактором давления на эту отрасль стал и устойчивый вегетарианский тренд в немецком обществе, из-за которого, соответственно, часть молодежи сознательно избегает этой сферы по этическим соображениям. Однако именно этот дисбаланс сыграл на руку соискателям. Средний годовой оклад в мясной лавке сегодня зафиксирован на уровне около 32 700 евро, а специалисты высшего разряда без труда выходят на 46 300 евро в год. Отдельные независимые сети в Баварии и Баден-Вюртемберге готовы платить дефицитным мастерам до 50 тысяч евро в год. Поскольку найти опытного специалиста по обвалке или производству деликатесов на внутреннем рынке ФРГ становится все сложнее, владельцы этого бизнеса стараются удерживать сотрудников любыми законными способами. Они полностью оплачивают курсы повышения квалификации, обучают работе по европейским стандартам и предлагают расширенные социальные пакеты, лишь бы сохранить свой персонал. Но вы знаете, вслед за обсуждением скрытых резервов на немецком рынке труда финансовый сектор ФРГ тоже столкнулся с масштабными потрясениями из-за борьбы за контроль над крупнейшими кредитными институтами. Второй по величине Банк Германии идет на экстремальные меры ради сохранения своего суверенитета. Находясь сегодня под сильным давлением из-за попыток поглощения со стороны миланского гиганта Unicredit, руководство Коммерцбанка официально объявило во Франкфурте о планах сократить еще около 3000 штатных позиций по всей группе к 2030 году. С помощью этой жесткой, скажем так, оптимизации и обещаний повысить маржинальность бизнеса, руководство компании, чьи акции котируются на главном немецком индексе DAX, пытается убедить своих акционеров в том, что у финансового института сохраняется независимое будущее. Параллельно с закрытием старых подразделений банк обещает открыть вакансии в так называемых перспективных цифровых направлениях. Масштаб этой перестройки легко понять по цифрам. Например, к концу 2025 года глобальный штат холдинга составляет без малого 40 тысяч сотрудников. Причем это уже не первая волна сокращения. Ранее, напомню, я вам рассказывал, руководство банка уже утвердило план по ликвидации 3900 рабочих мест к концу 2027 года. И основной удар пришелся именно на филиалы внутри Германии. Одновременно рабочие места постепенно переносятся и за рубеж, в Азию и в польскую дочернюю структуру М-банк, где содержание персонала, соответственно, обходится дешевле. Чтобы отбиться от тех итальянских, скажем так, инвесторов, немецкий топ-менеджмент демонстрирует сильные финансовые отчеты. Первый квартал 2026 года превзошел ожидания аналитиков. Операционная прибыль достигла 1,36 миллиарда евро, а чистая прибыль выросла почти на 10% до 913 миллионов евро. Даже прошлый год, несмотря на большие судебные, вы знаете, структурные издержки, банк завершил с чистой прибылью в 2,6 миллиарда евро, лишь немного уступив историческому рекорду 2024 года. Франкфуртские банкиры активно подчеркивают устойчивость бизнеса, однако рядовым сотрудникам за эту корпоративную перестройку приходится расплачиваться именно потерей рабочих мест. Пытаясь выстраивать перед итальянцами неприступную такую финансовую крепость, франкфуртский топ-менеджмент резко завысил свои долгосрочные прогнозы. Согласно обновленной корпоративной стратегии, руководство банка теперь рассчитывает зафиксировать по итогам текущего
2026 года чистую прибыль на уровне не менее 3,4 миллиарда евро. Это, сразу напомню, на 200 миллионов превышает их собственный прежний ориентир. Дальше еще больше. К 2028 году планку доходности планируют поднять вообще до 4,6 миллиарда, а к 2030 году финансовый институт стремится выйти на уровень 5,9 миллиарда евро именно чистой прибыли, демонстрируя своим инвесторам, что немецкий банковский сектор способен генерировать существенные доходы без внешнего контроля. Однако, друзья, в Милане к этим прогнозам относятся скептически. Генеральный директор Unicredit Андреа Орчел выступил с жесткой публичной критикой, назвав долгосрочную эффективность немецкого конкурента посредственной и ниже среднерыночного уровня. Итальянский банкир заявил, что без глубокой реструктуризации долгосрочная устойчивость Франкфуртского института вызывает на самом деле серьезные вопросы. Его позицию подкрепляет сравнение результатов. В первом квартале 2026 года Unicredit показал исторический рекорд, заработав 3,2 миллиарда евро чистой прибыли. То есть за 3 месяца итальянцы получили почти столько же, сколько немецкий банк планирует заработать за весь год. На сегодняшний день миланский конгломерат уже контролирует, напомню, около 30% акций Коммерцбанка и в ближайшие недели намерен наращивать пакет через рыночные механизмы. Более того, итальянская сторона уже представила программу внутренней реструктуризации на случай полного поглощения немецкого банка. Такой набор спровоцировал жесткое сопротивление во Франкфурте. Сегодня совет директоров, профсоюзы и сотрудники уже несколько месяцев ведут информационное противостояние против того, что они называют враждебной интервенцией. На сторону банковского руководства встало и федеральное правительство ФРГ, которое отвергает миланский сценарий. Кабинет министров Мерца сохраняет пакет в 12% акций Коммерцбанка, оставшийся со времен еще кризиса 2008 года, когда государство, я напомню, спасло банк от краха за счет средств налогоплательщиков. Но хватит ли этого пакета, чтобы сдержать давление итальянского капитала, остается ключевым вопросом текущего года. Нынешняя экономическая реальность ФРГ требует от каждого предельной собранности, так как государственные институты больше не гарантируют ту автоматическую защиту интересов. В условиях, когда кризис все сильнее влияет на банкротство, инфляция давит на бюджеты, а налоги и коммунальные платежи продолжают расти, финансовое положение зависит от умения быстро адаптироваться к новым условиям. Будь то выбор альтернативных профессий с более высокими доходами или контроль личных ваших расходов, выигрывает тот, кто действует на опережение и знает свои законы и права. Спасибо за просмотр.